Привет, друзья! С вами Артем Камалетдинов, и сегодня у нас на обзоре портативный гитарный комбо-усилитель от компании Boss, модель Dual Cube LX. Поехали! Это модулирующий гитарный комбо-усилитель, стерео-комбо-усилитель, в котором встроены два динамика по 4 дюйма мощностью 5 Вт. В данном аппарате имеется 7 встроенных эффектов, 7 моделей усилителей и специальный предусилитель для микрофона. Стоит отметить несколько фишек этого малыша. Во-первых, он может работать на батарейках, пальчиках батарейки, что делает его автономным портативным усилителем, и вы можете с ним заниматься на природе, в транспорте, где угодно. Также данный девайс может работать как аудиоинтерфейс, если вы подключите по USB к вашему компьютеру, и вы можете рулить через приложение свои настройки, что-то менять, сохранять. Есть опциональная история, можно сюда добавить Bluetooth модуль и рулить пресеты через, опять же таки, специальное приложение с вашего телефона. Ну что ж, предлагаю теперь пробежаться по верхней панели управления и посмотреть, какие ручки за что отвечают. Первое, что бросается в глаза, стерео-вход. Можно подключить, к примеру, если у вас стерео-гитара, какой-нибудь Rickenbacker, или вы играете через дополнительную педаль, тоже стерео-выход. Ну или, к примеру, в конце концов, клавиши тоже можно подключить, будет достойно все функционировать. Далее у нас идет выбор наших усилителей различных, да, и соответствующие они подписаны. Далее кнопочка запоминания нашего пресета и дальше стандартные регулировки. Это ручка гейна, ручка громкости, ручка низких частот, средних, высоких. Далее мы переходим к эффектам, которые тоже у нас все подписано здесь. Кнопочка Tab, которая отвечает у нас за дилей, который мы видим далее. Также здесь можно выбрать ревер с соответствующими режимами. Далее у нас идет секция, и мы видим, здесь написано лупер. Но сразу хочу сказать, что лупер здесь, конечно, работает, но он будет работать при условии, что вы дополнительно приобретете педаль футсвича, в которой встроен как раз-таки функция лупера. Далее мы видим здесь выход на наушники, или можно послать на запись, тоже с помощью мини-джека, регулировка микрофонного входа и ручка мастер громкости. Ну и давайте пробежимся по задней панели нашего усилителя. Здесь мы имеем кнопку включения-выключения, вход для подачи питания, USB-выход, далее дополнительный отсек для Bluetooth модуля, выход на футсвич, стерео-выход и комбинированный разъем AUX Loopback. Ну что ж, теперь предлагаю послушать, как звучат модели усилителей и эффекты. Начнем с первого, называется Acoustic Sim, это эмуляция акустической гитары. Ну и сразу какой-то ревер там включился рандомный. Давайте пойдем дальше. GC Clean, это, я так понимаю, что Jazz Chorus, чистый канал, наверное, должен быть Chorus. Сейчас мы послушаем. Ну, достаточно прикольно звучит. Дальше. US Combo. Что-то тут прям ревера очень много. Такой пусть будет коротенький. И давайте гейна прибавим чуть-чуть. Не, давайте еще уберем.
Ну, такой винтажный кранч. Далее брит комбо. Ну и фейзерочек такой сразу, да, с ним. Немного гейна, но я думаю, что дальше будет, наверное, больше. Дальше у нас хай-гейн стэк. Вот это вот интересно, что это такое. Далее Metal Stack. Чуть-чуть по эквалайзеру выкрутим побольше высоких. Какой-то фейзер ненужный. Что у нас дальше идет? Дальше экстрим. Что-то экстремальное должно быть. Далее есть режим на микрофон. Это если вы подключаете, соответственно, сюда микрофон. Ну и, наверное, про эффекты, да, я скажу, что тут все очень очевидно, все просто. Хорус, фейзер, фленджер, тремоло, ручка тапки. Я не все показал, на самом деле здесь, опять же таки, все очень просто, все очевидно, все по классике. И различные режимы ревера, дилея, вот как-то так. Ну и давайте послушаем различные комбинации эффектов. Вот, к примеру, хорус. Фланжерочек. Ну, это такой фейзер, переходящий в тремоло, а далее как раз у нас идет тремоло. Что-то дальше переключили на октавер тремоло. Ну, такая очень неявная волна, но она есть, слышно ее. И далее октавер. Ну, а теперь давайте выключим модуляционную обработку и послушаем дилеи и реверы. Вот у нас какой-то дилейчик есть, давайте что-то натапаем.
Далее у нас идет ревер, у которого, я так понимаю, что один режим пружины. Друзья, вы могли заметить, что мы снимали звук этого усилителя через выход, а сейчас предлагаю послушать, как он звучит через динамики. Что ж, давайте подведем итоги по поводу данного аппарата. Во-первых, форм-фактор. Очень удобный, не весит вообще ничего. Друзья, я когда его взял, я ожидал почувствовать какой-то вес. Максимально легкий, поэтому положил в сумку, в авоську, в рюкзак и пошел по своим делам. Поставил батарейки, опять же таки, занимаешься, записываешься, выступаешь автономно. Все самые необходимые модели усилителей, модели эффектов, достойно звучащие динамики. Немножко странно, что есть дополнительные опции, которые приобретаются отдельно, но тут уже хозяин-барин, кому как удобно, так он его и комплектует. Поэтому всяческие рекомендации тем, опять же таки, кто выступает на улицах или занимается дома и нету места поставить большой аппарат. Здесь все для вашего удобства. Также нужно отметить, да, что этот стереовход, различные комбинации входов-выходов для занятий с бэкинг-треком, подключение микрофона, опять же таки приложение через компьютер. Короче, удобный, современный, компактный аппарат, который я рекомендую начинающим и не только музыкантам. Друзья, пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу данного аппарата. Был ли у вас опыт использования комбиков из этой линейки? Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на наш канал. Я Артем Камалетдинов. Пока-пока. Вот, она сюда бьется, в волосы, там все. Что эти с волосами могут сделать? Стричься надо. Стричься надо, конечно. Надо приходить в пиджаке, понимаешь, эти петлички. Пиджак. 30 градусов в пиджаке. Такой без рукавов. Как бомж. Тебе просто жилетка нужна, джинсовая, и все.